этого осьминога. Завтра придем с утречками. Браслетик разрешения на полет дрона. Аж можно обосраться его такое, если в реальной жизни увидеть. Народу, конечно, тьма здесь. И то это не выходной. Потрясающий вид со скалы. Вышел, пофоткался, поехал дальше. Привет, друзья! Вы на канале This Maxis, и сегодня мы оказались в Бали. В этом выпуске и всех последующих выпусках, которые я буду выпускать на моем канале, я вам расскажу о нашем почти двухмесячном путешествии в Индонезию, а именно на остров Бали. Мы будем здесь перемещаться по разным частям острова, и я вам буду рассказывать все самое интересное, что я здесь увижу, делиться своими эмоциями и ощущениями. Погнали! Вот такой здесь бассейн, маленький, но прикольный. Лежачки, и там находятся наши домики. Вон там мы живем. Вон 2 номера наших. А здесь маленькая кафешка, при этом гестхаусе. Парковочка, ну и выход на дорогу сразу. В первый день мы решили съездить на пляж, посмотреть, как здесь океан, какое море красивое. Вон доехали до первого пляжа, называется Миласти Бич, на самом юге полуострова Букит. Вот какая прекрасная, красивая вода. Похоже, как мы в Мексике были когда. Внизу вот здесь бич-клаб располагается, а вон там на пляже мы будем отдыхать. Самое главное правило Бали — это надо обязательно научиться ездить на байке. Без него вообще никуда нельзя не поехать. Потому что дороги узкие, такси ездить не везде, и очень долго ждать его иногда приходится. Поэтому это просто, как говорится, must have. Потому что на нем едешь, в любой момент остановился, вышел, пофоткался, поехал дальше. Сейчас мы первый раз зайдем в воду, на Бали, в балийскую воду. Первое купание. Давай, Миро, заныривай. Вода красивая, прозрачная, как на Карибском море. Веселее всего это Маша, да, Маша? Сейчас как раз отлив идет. Волны вон там, видно волны. Они об рифы ломаются и до берега не доходят. Итак, друзья, чем же известен полуостров Букит? Он находится на самом юге острова Бали, если вы посмотрите на карте. Полуостров также известен красивыми скалами и живописными утесами. Здесь находится знаменитый храм Улувату, который мы поедем смотреть чуть позже, где можно увидеть потрясающие закаты и традиционные танцы кичак. Полуостров также привлекает серферов со всего мира. Для любителей серфинга Букит — это настоящий рай. И обязательно надо попробовать местную кухню, а именно свежие морепродукты в прибрежных ресторанах. Забегая немного вперед, скажу, что это место на Бали понравилось мне больше всего. На Бали нам посоветовали питаться в местных кафешках, вот таких, называется Варунг. Вот мы зашли, я решил попробовать заказать этого осьминога, рис здесь и манго, сок свежевыжатый. И все вот это стоит около 3 евро. Достаточно дешево. Сейчас мы наблюдаем большой отлив океана. Он длится до самого вечера, а потом прилив начинается, и так до утра. Вот здесь все это был пляж, вот здесь была вода примерно вот до этого уровня. И вот пока мы здесь плавали,
находились, вода ушла аж вон туда, и мы пытаемся сейчас дойти до самых волн огромных. Когда океан уходит, мы здесь видим такие камни причудливой формы, оголяются, непонятно, вот как они делаются такие, или это как кораллы уже часть. Или вот такой даже есть огромный, красивый такой. Там всякие букашки, червячки вон ползают, крабики маленькие. А это что такое вообще непонятное, как будто какашку наложил какой-то морской кит. Дошли мы с Дашей до самого конца отлива. Она здесь фоткает, снимает. И вот здесь уже начинается океан, такие волны большие. По 3-4 метра как минимум. Хотелось бы, чтобы такие волны на берегу были, чтобы в них поплавать. Ну, наверное, надо утром приходить. Завтра придем с утречка мы пораньше и попробуем поплавать в таких волнах. После 2 дней, проведенных на пляже, мы сегодня решили сделать такой культурный выход. Поехали в парк здесь, интересный, называется парк Богу Гаруда Вишна. Вишна — это такой, у них какой-то мифический бог, и он на птице летит. Чем известен этот парк? Он находится на горе здесь, полуострова Букит. Был построен около 20 лет назад, по-моему, в 96-м я посмотрел. И здесь находится самая большая статуя Индонезии, которую я вам сейчас покажу. Ее высота 75 метров. Вот так все это примерно на входе выглядит. Сейчас будем ходить, снимать, фотографироваться, рассказывать интересные вещи. Играют товарищи на таких интересных инструментах вот здесь. Какие-то молоточки, такие специальные по ножкам бьют. И вот с той стороны тоже. Какие-то бочечки, молоточки. Ну, прикольно, атмосферно. Я как понял, это такой парк специальный. Здесь такие огромные фигуры стоят, которые, может, раньше видели в каких-то играх, видеоиграх, фильмах и так далее. Вот красивое, все такое огромное, метров под 20. А вот туда мы направляемся. Это самая высокая фигура этого парка. 75 метров, поэтому ее сдалека видно еще. Я сейчас сижу, смотрю на эту фигуру, статую, и очень сильно рад. Знаете почему? Потому что мне дали браслетик разрешения на полет дрона здесь, в этом парке. Я сейчас сходил на ресепшн, там заполнил нужные документы, провели быстро они проверочку и нацепили браслетик. Теперь я сейчас буду летать и этими прекрасными видами поделюсь прямо с вами, прямо сейчас. Подходим мы к этой красавице статуи. Высота ее 75 метров. Я прочитал. Пишут, что выше статуи свободы в Нью-Йорке, там на 30 метров. Что-то такое. Такая она огромная вообще и красивая. Как я здесь и прочитал, написано: вот сам бог, вот этот Вишну, сидит на птице Гаруда. Вот это пол какой-то человек, пол птица, и летит куда-то на ней. И почему-то я заметил, у всех статуй здесь закрытые глаза. Не знаю почему. Надо почитать будет. Что-то связано с их традициями, наверное.
Зашли мы с Миро внутрь, в саму эту башню, статую, то есть. И здесь такой монстр стоит. Миро, смотри, какие зубы у него красивые. Как у тебя, покажи свои зубы. Здесь, как я понял, разных мифических богов и персонажей. Статуи, такие мини-статуи страшные. Посмотрите на этого. Аж можно обосраться его такого, если в реальной жизни увидеть. Мирослав, теперь твоя очередь назвать вот это произведение. Быстро говори, что ты думаешь? Какашка с усами. Какашка с усами вот такая. Птицу, перемешанную с бабушкой. Бабушка-птица такая. А теперь последняя твоя очередь. Быстро, что в голову приходит? Кто это? Я хочу это. Ведьма Лизун. Ведьма Лизун. Страшная ведьма Лизун. Последнее место, в котором мы прогуливаемся в этом парке. Это такие каменные здесь коридорчики непонятные. Площадь сбоку, вот такие лианы висят. Ну, красиво, атмосферненько. И направляемся уже на выход. Будем возвращаться в наш гестхаус. И потом на море купаться, отдыхать, пляж. После прогулки в парке с фигурами мы решили съездить на пляж, который находится прямо недалеко от нашего гестхауса. Пандава-Бич называется. Миро со мной упал на хвост. Здесь такие прикольные фигуры в скале. Такая скала идет вот здесь, и такие выбоины, и в них установлены красивые местные фигуры. Прикольно, красиво. А впереди там такое ущелье есть, там люди фотографируются. Сейчас я вам покажу. Мы продолжаем исследовать полуостров Букит на Бали, где мы сейчас находимся. После купания на пляже сегодня утром, кстати, советую всем ходить только с утра здесь на пляж, примерно с 10 до часу-двух, потому что до начала отлива море самое красивое, а потом будет, как примерно вот на видео до этого с дрона выставлял, там более камни, кораллы, рифы. Поэтому самое лучшее время ходить утром на море здесь. Сейчас после купания мы решили поехать в такую деревушку Джимбаран на самом западе вот этого полуострова Букит. Нам посоветовали здесь сходить на рыбий рынок, fish market. Сказали, там привозят каждый день свежие морепродукты, можно их выбрать, а потом тебе их тут же приготовят и можно кушать. И самое главное, в этом месте можно увидеть красивый закат на западе этого полуострова. Туда мы сейчас и направляемся. Проходя по дороге, мы часто встречаем вот такие маленькие экспозиции на земле. Даша узнала, оказывается, что это значит. Расскажи нам, что ты узнала об этом. Бали вообще это остров духов и богов. Или богов. И они, чтобы была гармония и баланс с духами и богами, они делают такие приношения, как бы в каждом доме есть такой свой храм, как, например, вот в этом. И они ложат туда цветы и зажигают благовония несколько раз за день. Такой вот у них ритуал, чтобы дружить вместе с духами. Да, потому что религия на Бали это смешанная буддизм с язычеством, а во всей остальной Индонезии
ислам. Поэтому мы немного удивились, когда здесь приезжие туристы из других островов Индонезии находились в платках такие замотаны, ну и в исламской одежде находились на пляже. Мы немного не поняли, почему так, но немного почитав в интернете, во всем разобрались. Мы подходим на рынок этот рыбий. Запашок здесь стоит, конечно, жесткий. Сейчас зайду, посмотрю, что они там продают, по каким ценам и как это все работает здесь. Вот она, свежая рыбка какая здесь лежит. Я даже не знаю ее название. Запах здесь, конечно, конский стоит. Креветочки. Еще креветочки. Здесь продают какие-то ракушечки. Это все можно набирать на вес. И вам потом будут готовить. О! А это что? Осьминоги? Каракатица или что это там? Все-таки я, наверное, что-то возьму, попробую здесь. Фу, вышли мы с рынка, такой запах там стоит, конечно, жесть. Вот сразу пляж здесь, и здесь мы видим вот эти лодки все рыбацкие, они, наверное, выплывают с утра или ночью, ловят рыбу и потом сразу продают все здесь, крабов этих и так далее. А вот здесь, кстати, вот это, где мы были вчера, видно отсюда, не знаю, на камере будет. Монумент, это статуя 75 метров, и, наверное, с любой точки этого полуострова видно. Закупились мы с Миро рыбкой. Купили вот рыбу Наполеон 1 килограммовую и килограмм осьминога купили килограммового, даже килограмм 200 он. За все это отдали 140 тысяч рупий, это примерно 10 евро. И вот сейчас мы направляемся, здесь в каждый заходите ресторан, и можно дать им, они тебе пожарят твои купленные продукты, естественно, взимают за это плату, но можно зато сидеть у них за столиком, кушать в ресторане, как бы свою еду приготовленную, которую ты выбрал на рынке. Очень удобно. Сейчас будем тестировать. Вот мы сели за стол такой, прямо на берегу океана, и готовимся встречать наш первый сансет и кушать морепродукты местные. Вот, принесли нам нашу рыбку Наполеон и осьминожка. Сейчас это все будем дегустировать и смотреть на океан. А мы увидимся завтра с вами с новыми приключениями на Бали. И снова здравствуйте. Сегодня новый день, мы накупались в океане с утра. И после обеда решили поехать в одно интересное место. Это самый известный храм. Один из известных храмов в Бали, но один и самый крупный на полуострове Букит, называется Улувату храм. Здесь такой прогулочный парк, мы только зашли сюда. На входе нам дали вот такие юбки, потому что правило главное этого храма — покрывать колени. Нельзя ходить с непокрытыми коленями, как женщинам, так и мужчинам. Вход здесь недорогой, около 3 евро в сам парк, но есть еще представление, шоу-представление типа спектакля местного. Мы заплатили за эти билеты около 8 евро, но их надо резервировать заранее, поэтому мы их заказали на ресепшене в отеле нашем. Что здесь интересно, в этом парке очень много обезьян диких. И мне сказали следить внимательно за вещами своими, иначе они могут украсть вещи дорогие, очки, телефон выхватить с рук. И все потом. Ищи свищи, как говорится.
Чтобы забрать билеты, которые мы купили на ресепшене у нас в гестхаусе, их надо простоять вот такую очередь. Это для резервации очередь. А вот это огромная очередь. Люди, которые не купили заранее билеты и хотят купить здесь. Здесь, наверное, 2 часа стоять им. Вот так выглядит вход в храм. Вот, кстати, его название. Пюра Люхур Улювату. Народу, конечно, тьма здесь. И то это не выходной. Это такие ступеньки ведут. Сейчас мы поднимемся, посмотрим, что там. Миро, он идет тоже в юбке. Миро, ты в фиолетовой юбке тоже идешь. А у Даши такие модные штаны. Балийские. А отсюда открывается потрясающий вид со скалы. А вон, кстати, амфитеатр, в котором мы будем представление скоро смотреть через 1,5 часа. Видок, конечно, крутой здесь. Смотрите, какой большой макет. Какой большой, надеюсь, он не злой. Камеру не хочет схватить. А вон там 2 сидят еще. А, 3 даже маленьких. 4, 5, вон еще. Здесь стало что-то очень много обезьян. Вот она какая большая. Привет. А вон вообще 3 сидят. Надеюсь, они не агрессивные и меня не покусают. Убегают от меня. Здесь еще такая тропинка, здесь просто толпы этих обезьян. Не знаю, сейчас будут тебе на голову напрыгнуть. А вот маленькие бэбики. Пришло время нам двигаться на спектакль. Вот уже заполнен амфитеатр. Ищи места. Уже все забито. В итоге прямо у сцены мы сели. Будем ждать представления начала. Здесь кипиш неимоверный. Надеюсь, все это будет интересно и красочно. Закончилось представление, на котором мы только что побывали. Такая веселая шиза. Церемония, непонятно что, вперемешку с азиатскими сказками. Там и монстры всякие, драконы, какие-то петухи прыгают. Ну так, один раз посмотреть можно.
А сейчас мы решили заехать, нашли один местный варунг, кафешку здесь. Русскую еду готовят, азиатов научили. Борщик такой с чесночком, сметанкой, супчик, пельмешки. Все довольны, готовы кушать, особенно Маша. Всем пока, ставьте лайк. Друзья, сегодня наш последний день на полуострове Букит. Завтра мы уже двигаемся в новую локацию. И сегодня в последний день мы решили сходить на новый пляж. Называется Гунунг-Паюнг. Он всего в 5 километрах от нашего гестхауса. Вот здесь такой прикольный вход мы уже видим. С Миро интересно сделано. Здесь мы вышли, какой-то видим амфитеатр. Но не понимаем, где пляж там и куда идти потом. Там, наверное, слева. А, слева? Ну, наверное, там где-то слева. Вот такой вид. Но мы с Миро не можем найти, как спуститься на сам пляж вниз. Вот написано Пантай Бич, табличка. Где-то здесь, может, по ступенькам. Скорее всего, где-то здесь по ступенькам надо спускаться. Вот дырка. Нашли мы спуск с Миро. Еще вот здесь по ступенькам так надо спускаться прилично до пляжа. Ну, очень интересное место оказалось. Наконец мы спустились, друзья, вниз. Вот здесь такой пляжик маленький. Очень красивый. Никого нет, вообще людей нет. Пустота. На лежаках никто не лежит. А вон там, скорее всего, находится пещера, которую я видел в гугле на картинках. Так как мы немного обгорели, мы взяли лежачки здесь с зонтиком. Но здесь цены подороже оказались, чем на других пляжах. Попросили с нас 75 тысяч рупий. Это примерно сколько? 4 евро где-то. За 2 лежака и за зонтик. На других пляжах максимум полтинник мы отдавали. То есть около 2,5 евро. Но в цену лежачков нам дали вот такие 2 бутылочки водички и сока апельсинового. Говорит, включено в цену. В принципе, очень дешево для Европы. Очень. Да и не только для Европы. Прогуливаемся по пляжу с Миро. Искали эту пещеру. Вот ее наконец-таки нашли. Вот здесь она находится. Красиво, конечно, получается. Здесь такой мини-пляж, только в пещере. А с нее вот такой классный вид. Красивое, конечно, это место. Ночью здесь, когда прилив, она полностью, вот это все заполнено водой. А вот час к обеду с утра откатывает вода, отлив, и люди могут зайти пофотографироваться. Мы хотим с Миро дойти до второй пещеры. Я, летая на дроне, ее заметил. Вон там она подальше находится. Здесь прилив, жесткий волны. Главное, чтобы меня не размазало здесь о скалы. Короче, я не смог добраться до пещеры. Меня здесь волны накрывают. Невозможно дойти. Надо еще ждать отлива. Еще пару часов, только тогда можно пройти. А пока вот так вот останемся на пляже просто во избежание травм. Друзья, ну вот подходит к концу мой первый выпуск с острова Бали. Надеюсь, вам все понравилось. Если это так, то не забывайте подписаться и поставить лайк под этим видео. Впереди вас ждет много интересного контента с Индонезии и в частности с острова Бали. А если вы не знали, у меня есть инстаграм-канал еще.
в котором я выставляю много интересных фотографий, видео, съемок с дрона, которые не попадают на YouTube в основной выпуск, поэтому подписывайтесь, если вам интересно. Пока-пока.